Добрый день всем! Ни одна столовая советского времени не обходилась без солянки или рассольника. Настолько эти супы поистине стали народными. Но спросите у людей, из чего готовят рассольник? Перловка, соленые огурцы и мясо. Услышите вы. Но ленинградский вариант пошел дальше. Поэтому смотрим. Первым делом нам необходимо подготовить неотъемлемую составляющую рассольника – перловку. Нам потребуется ее 150 грамм. Засыпаем ее в какую-нибудь емкость, промываем на несколько раз, пока вода не станет чистой, и замачиваем на 3-4 часа. Говяжьи почки предварительно вымачиваем в холодной воде в течение 3 часов. При этом вода меняется каждый час. Так мы будем избавляться от неприятного запаха. Почки должны быть свежие, блестящие и красно-коричневого цвета. Я взял их 2 штуки. Удаляем с них весь видимый жир, снимаем верхнюю пленку и нарезаем на части. Вырезаем внутренние прожилки. Затем заливаем их холодной водой, добавляем 1 чайную ложку уксусной эссенции и оставляем еще на 1 час. После этого перекладываем почки в чистую кастрюлю и заливаем водой. Как только вода закипит, варим их буквально 2 минуты. Затем промываем и сливаем воду. Так проделываем 2-3 раза, пока запах полностью не исчезнет. Параллельно с почками ставим вариться мясо. В кастрюлю с холодной водой опускаем для большего навара пару костей и 300 грамм говяжьей мякоти. Добавляем пару лавровых листиков и несколько горошин душистого перца. Бульон не солим. По мере закипания снимаем пену. Оставляем бульон вариться на 2 часа на медленном огне. А пока почистим необходимые овощи. Их в рассольнике немного. Нам потребуется 1 небольшая морковь, 2-3 картофелины среднего размера и 4 зубчика свежего чеснока. Как известно, никакой суп не обходится без лука. Берем его 2-3 головки или 1 большую, как у меня. Отрезаем нижнюю часть и снимаем верхнюю кожицу. Лук нарезаем мелкими частями. В сковороду добавляем немного растительного масла. Выкладываем лук и обжариваем его на медленном огне до золотистого цвета. Морковь сначала разрезаем пополам. Затем нарезаем ее сначала тонкими пластинами, а потом тонкими брусочками. То же самое проделываем со второй частью. Порезанную морковь добавляем к луку и продолжаем обжаривать. Как только лук и морковь слегка обжарились, добавляем к ним 3 столовые ложки томатной пасты. Классический рассольник обходится без нее, но сегодня у нас ленинградский вариант, поэтому добавляем. Она придаст кислинку и особый вкус супу. Какой же рассольник без огурцов? Я взял их 3 штуки. У каждого из них отрезаем кончики. Затем нарезаем тонкими пластинками. После этого, как и морковь, нарезаем по диагонали брусочками. Порезанные огурцы добавляем к заправке. Чтобы кислота в супе не была ярко выражена, для баланса добавим 1 чайную ложку сахара. 4 зубчика чеснока подавим ножом и нарежем мелкими кусочками. Порезанный чеснок отправляем тушиться. Добавим немного черного молотого перца. Вода в сковороде изрядно выкипела, поэтому добавим не просто воды, а 100-150 мл огуречного рассола. Заправку, естественно, не солим. Закрываем сковороду крышкой и оставляем тушиться на 20-30 минут практически до полной готовности. Тем временем мясо сварилось. Достанем его из кастрюли и выложим на отдельную тарелку. Дадим остыть. Сам бульон процеживаем от мелких костей. Последний раз отварили почки. Сливаем воду, а сами почки промываем и откидываем на тарелку. Даем им также остыть. Картофель сначала нарезаем медальонами толщиной примерно в 1 см, а затем режем на небольшие кубики. Опускаем его в кастрюлю с кипящим бульоном. Перловку также отправляем в кастрюлю. Из-за того, что она была ранее замочена, вариться она будет не более 30 минут. Остывшие почки выкладываем на доску и нарезаем небольшими частями. Так как они уже прошли небольшую обработку, то варить их будем не более получаса. Если варить их долго, то они станут очень жесткими и резиновыми. Мякоть говядины также разделываем, удаляем жесткие хрящи, а мясо нарезаем небольшими кусочками. Отправляем их в бульон. Заправка дошла до полной готовности, лук и морковь полностью протушились. Добавляем ее в кастрюлю. При необходимости суп немного присаливаем. Все составляющие рассольника почти готовы. Оставляем их потомиться буквально на 3-5 минут. А пока нарежем для подачи немного свежего зеленого лука, укропа и петрушки. Рассольник – это тот суп, который традиционно едят со сметаной. Она сделает суп еще более густым и насыщенным. Добавляем ее по своему вкусу. Обязательно каждую порцию щедро снабдим мясом и свежей зеленью. Если вы, как и я, неравнодушны к советской классике, то обязательно оставляйте комментарии и делитесь своими тонкостями приготовления рассольника. Готовьте вкусно и приятного аппетита!